Познаем Китай, об экономике, бизнесе и не только. Хотите зарабатывать на Китае? Хотите быть в курсе новостей, которые здесь происходят? Узнавать новые бизнес-тенденции? То подписывайтесь на мой канал и жмем на колокольчик, чтобы получать обновления. Если хотите выучить китайский язык за год до уровня понимать, говорить, писать и читать, получение сертификата HSK 4 из 6 возможных, то есть наподобие сертификатов в английском TOEFL или IELTS, у вас отличная возможность пройти обучение в нашей академии AI Chinese Online. А записывайтесь на полноценное занятие с носителем языка 1 на 1. Переходим по ссылке под этим видео абсолютно бесплатно. А сегодня мы с вами разберем самую важную индустрию в Китае. Индустрию недвижимости, на которой можно было зарабатывать, ничего не делая, около 15-20% годовых последние годы. Что с ней сейчас происходит? Индустрия недвижимости является крупнейшей индустрией Китая номер один. Ее динамика повлияла на многие аспекты китайской экономики. Буквально вчера соответствующий департамент опубликовал данные. С января по начало июня этого года обанкротилось 208 компаний по недвижимости в Китае. За весь 2018 год было 177 обанкротившихся строительных компаний. То есть число обанкротившихся компаний первой половине этого года превысило количество за 2018 год, за весь 2018. В течение 2 десятилетий урбанизация недвижимости всегда считалась золотой индустрией. Сегодня у нее 3 новые особенности. Первая особенность заключается в том, что период роста продаж, похоже, закончился. В 2016 году площадь продаваемой недвижимости по всей стране составляла 1,6 миллиарда квадратных метров. За 17, 18 и 19 года эти данные едва увеличились и долгое время колебались на уровне 1,7 миллиарда квадратных метров. Другими словами, нет места для роста продаж новых домов или квартир. Вторая особенность заключается в том, что концентрация отрасли становится все более очевидной. В 2019 году в топ-50 компаний по недвижимости в стране продажи составляли 43% всей отрасли. У немногих ведущих компаний, таких как Country Garden, Evergrande, Vanke и других, годовой объем продаж составляет около 800 миллиардов юаней. Исходя из суммы инвестиций в землю, в первую десятку компаний по недвижимости, их инвестиции в землю составили 42% всей отрасли. На 50 ведущих компаний по недвижимости приходилось 84% отрасли. Это означает, что эффект Мэтью в этой отрасли уже очень очевиден. Для малых и средних компаний по строительству недвижимости места для роста становится все меньше, меньше и меньше. Третья особенность заключается в том, что в рамках национальной стратегии нельзя заниматься перепродажей недвижимости. Поэтому финансовые учреждения, похоже, закрыли свои денежные краны для компаний по недвижимости. В первом полугодии текущего года расходы на финансирование компаний по недвижимости составили в среднем 7,47%. Согласно выборочному опросу компаний, занимающихся недвижимостью в топ-50 и далее по списку, по мере сокращения спроса на недвижимость, их расходы на финансирование деятельности обычно составляют около 10%, а то и выше. Только в прошлом месяце несколько компаний по недвижимости выпустили зарубежные приоритетные облигации, и их стоимость достигла 13%. В 2018 году было высказано предположение, что индустрия недвижимости перешла в серебряный период золотого века. То есть период быстрого роста этой отрасли полностью закончился, то есть завершился. За 18-19 года обанкротившиеся компании по операции с недвижимостью – это в основном региональные, малые и средние предприятия. Однако с этого года некоторые компании по недвижимости, входящие в число 100 лучших в стране, и даже некоторые из 3 ведущих компаний на региональных рынках
также столкнулись с кризисом обанкротившихся фондов. Они должны были выживать, продавая свои проекты и акции. Например, Fujian Group, Taihe Group, Zhejiang, Xinhu, Zhongbao и так далее. Во второй половине этого года, поскольку экономическая неопределенность продолжает расти, число банкротств строительных компаний жилья будет продолжать расти. С одной стороны, из-за растущей концентрации отрасли головные жилищные компании будут занимать большую часть рынка, что еще больше ограничит возможности выживания небольших жилищных компаний. А с другой стороны, внушительным по-прежнему является приоритет табу не заниматься спекуляцией на недвижимости, что делает недоступным финансирование и устраняет наводнения в сфере недвижимости. В условиях множественного давления, такого как ограниченное приобретение земли и заблокированное финансирование, цепочка капиталовложений в строительные компании будет обрезана. В результате компании будут сталкиваться с более серьезными дефолтами или реструктуризацией банкротства. Один из владельцев крупной строительной компании, пришедшей в индустрию в 1996 году, то есть прошло 20 лет, как тот в индустрии, сказал, что за последние несколько лет его психология прошла 3 стадии. Первое – это чужеродность, второе – экстаз, третье – это страх. В начале индустрии, в конце 90-х, все, кто вошел в индустрию, мало кто изучал недвижимость. Поэтому отраслевая политика и правила были не идеальны. Но после вступления в 2000 году недвижимость внезапно вошла в период ураганов и резкого роста и стала очень жесткой индустрией. В то время даже премьер-министр напомнил девелоперам о том, чтобы они придерживались моральных принципов. А затем произошел фундаментальный поворотный момент в сфере недвижимости за последние годы. Спрос и предложение в сфере недвижимости, политическая среда претерпели фундаментальные изменения. Поэтому люди времени. Предприятие – это предприятие времени. Индустрия – это тоже индустрия времени. Небольшой вопрос для вас, слушатель. Планировали вы покупать квартиру или дом? На что вы обращаете внимание при покупке недвижимости? Давайте обсудим этот вопрос в комментариях. Оставляем их под этим видео. Большое спасибо за ваше внимание. Не забываем подписываться на мой канал, чтобы не упускать новостей и информации. Жмем на колокольчик.